Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, добрые слова, за лайки, подписки, комментарии. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Мужчина на грани нервного срыва. Какую роль играешь в этом ты? Для начала делаю сигнификацию загаданного. Подождите, да, наверное, загаданного вами мужчины. Девочки, если сейчас срезонирует, вы его узнаете, значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, мои хорошие, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы только вытворите своего счастья. Итак, подумайте, пожалуйста, о мужчине, на которого хотели бы вы сделать этот расклад, посмотреть этот расклад. Если срезонирует, смотрим до конца. Какое? Вспомните его глазки, улыбку, тембр голоса. Вспоминаем что-то хорошее, девочки. Все, что хорошее с ним связано. Вспоминаем. Какой этот мужчина? Какой-то ведьмой ведающий, он в контрах. Карта оппозиции. Так, что-то... Первая карта дома вышла. Так, на него уже не бомж Бруевич, да, уже понятно. Так, ладно, имеет дом. Так, о чем эта карта? Лабиринт. Лабиринт, дом. Так, ну, все, что я могу по этому поводу сказать, если вы с ним познакомились, когда вы с ним познакомились, да, извините, может быть, вам непонятен был его статус, может, какие-то взаимоотношения с домочадцами, может быть, не понимали, в доме проживает он один или, ну, знаете, так камуфлировать мог, рассказывать, да, если не свободен, там, с женой в разных комнатах живем. У кого-то так проиграется, у кого-то лабиринт. Может быть, история уже длительная, и тут опять дом, знаете, статус, женат, не женат, непонятные взаимоотношения. Тут что-то такое, вот как-то вот дом мне показано. Или, в принципе, мужчина может большинство своего времени именно этот проводить вне дома. Объясню. Так как дома он не наполняется, не чувствует, что дом его крепость, дом его защита, может быть, там какие-то взаимоотношения именно с домочадцами, знаете, накалены до предела. Женат на работе у кого-то. Вот так вот у меня мужчина может проиграться. Так, о чем транжира? Странная какая-то такая информация показана мне. Мужчина, который транжирит деньги, но это, по идее, его мечта. То есть в идеале ему хотелось бы больше тратить, возможно, доход иметь больше и, соответственно, больше тратить. Но тут так тоже интересно, мне показано, он как будто бы о себе информацию мало дает, рассказывает о себе, но при этом вокруг него очень много сплетен. Сплетен именно по поводу его трат, может быть, заработок, взаимосвязь, его траты. Вот так как-то непонятно. Так. Встреча с какой-то девушкой, ведьма, ведающая, обладающая тайными знаниями, женщина, увлекающаяся эзотерикой, психологией, показано, в принципе, могло быть, из этой встречи могли бы, в принципе, в перспективе, может быть, и развиться какие-то такие взаимоотношения, карта дерева, вплоть до того, что тут семья. Но тут дьявол и карта игра. Какая-то дьявольская игра была. Не буду говорить, с какой стороны, с чьей стороны. Ну, тут, скорее всего, страсть. Но и страсть, и в то же время может быть желание, знаете,
где-то подчинить одного из партнеров или с двух сторон это было. Может быть, заставить играть по своим правилам. Может быть, знаете, как шансы в любовной сфере, они были, как вам сказать, исковерканы, неправильно взяты эти шансы, неправильно использованы. Вот. То есть, ну, где-то обесценена эта любовь, влюбленность. То есть вместо какой-то любовной истории, вместо доверия, вместо каких-то гармоничных взаимоотношений, тут по дьяволу страсти, интриги, заговоры, какие-то тут непонятные игры. В общем, как будто бы слишком много чего-то утаивалось. Тут опять-таки какие-то двойные стандарты могли быть. Тут вот показано, что с этой женщиной карта оппозиция. Может быть, выяснение отношений. Может, в принципе, как противостояние какое-то. Ну, какая-то тут нечестная, нечистая игра пошла. Хотя тут и сексуальное влечение, дьявол, созависимые отношения. Знаете, могли люди, в принципе, изначально вот цепануть друг друга, но потом и вместе невозможно, и порознь невозможно, тяга какая-то. Но ни к чему это толковому вполне возможно не привело, так как тут разбитое сердце, разбитые мечты, ожидания. Странно, тут он показывает мне эту женщину, она для него была очень яркая, красивая, как райская птица. Ну, она была, есть, наверное. Тут муза. Эта женщина заставляла его сердечко биться сильнее, вдохновляла его. Но она тут для многих такая, энергетически наполненная, оптимистка сама по себе. Правильно? Правильно сказала. Тут девочка талантливая, тут и внешне, повторюсь сразу, харизма такая, да, энергетика привлекает, летящая такая какая-то. Но тут дальше характеристики одиночества, как будто бы усталость. Эта женщина устала. Женщина устала от каких-то иллюзий, в которые, может быть, сознательно, осознанно он погружал. Или, знаете, некоторые девочки сами с удовольствием готовы обманываться, да, придумывать, надумывать, ну, ради того, чтобы наконец получить желаемое, да, вот, может, влюбились, подвлюбились, напридумывали. Но тут, я думаю, мужчина приложил усилия для того, чтобы, может, создать эту иллюзию. Женщина, знаете, чего-то ждала, о чем-то мечтала, но по факту тут в конце, после вот этого чего-то, усталость уже от этих ожиданий, от каких-то глупых, ну, я не знаю, насчет глупых, но каких-то иллюзий, да, вот тут таких, как будто неоправданные мечты, неоправданные надежды, все не сложилось, как будто бы пустота какая-то. Так, это у него сердце. У многих женщин, которые смотрят этот расклад, после болезненного этого разочарования пошло увлечение эзотерикой, психологией, карта Шабаш. Так, а у него вот там, там, где дом его, может, взаимоотношения с домашними, лабиринт выходил. У меня как будто бы много каких-то тайн, недосказанностей, умалчивания. И тут вот я спросила, это у него сердечко разбито? А у него вообще ничего не поймешь. Изначально он воспринимал эти отношения как удачу какую-то, а потом карта туман, опять лабиринт, непонятно тоже. Как будто бы человек до конца, может, в моменте не понимал, к чему он ведет, нужны ему эти взаимоотношения. И отпускать не отпускал, может быть, да, создавал иллюзию. И дать толком ничего, толком не смог, да. Вот так тоже, да. Как это, собака на сене. Подпишись на канал. Итак, мы смотрим на этого мужчину. Смотрим, какой он, в принципе, да, мужчина. Почему он на грани нервного срыва. И смотрим, какую роль играешь в этом ты. Какая роль отведена вам.
почему мужчина на грани нервного срыва? И какую роль играешь в этом ты? Почему мужчина на грани нервного срыва? Какую роль играете в этом вы? Мужчина на грани нервного срыва. Какую роль играешь в этом ты? Так, мужчина на грани нервного срыва. Какую роль играете в этом вы? Мужчина на грани нервного срыва. Какую роль играете вы? Начинаем. Мужчина на грани нервного срыва. Ой, ё-моё, какие карты. Павлин, дьявол, охота. Капец, какие магия еще добавляется. Ага. Почему мужчина на грани нервного срыва? Угу. Девочки, тут такая какая-то история, смотрите, показано в прошлом мужчина мог себя вести очень, знаете, самонадеянно, такой самовлюбленный по павлину, это себя, свои потребности он на первое место ставит, выпячивает какие-то такие достоинства, показывает свою ценность, подчеркивает. И тут вплоть до того, что мог себя вести, так знаете, вот меня так устраивают какие-то такие эти форматы взаимоотношений или такое вот поведение, вот, да. Если тебя не устраивает, это твои проблемы. Тут вот так вот. Если тебя не устраивает, тут вместо тебя на твое место, да, тут как вот толпа женщин желающих. Оно могло не прямым текстом это все звучать, но между строк, вот как-то так вот. А при этом для вас он был очень привлекателен, сексуален. Да, тут, скорее всего, мужчина опять игра, опять какая-то тут охота, инстинкт охотника, желание заполучить женщину какую-то, но при этом заполучить, знаете, так, опять-таки, на своих каких-то условиях. То есть ему она была интересна, но при этом он всячески мог вот так человек как-то себе, повторюсь, подчеркивая, что ты мне то интересно, но ты должна опять-таки играть по моим правилам. Вот тут вот что-то такое. А тут дальше, девочки, я не могу понять. Тут карта магия. Я не хочу, конечно, сюда магию приплетать, что тут влияние какое-то. Но тут как... Давайте так. Если он не свободен, и он вел тут параллельно, да, какой-то такой веселый образ жизни. Я не говорю, что тут он напропалую тут изменял. Нет, ну тут тройка кубков. Это веселое времяпровождение, может флирт, общение с какими-то женщинами. Тут может быть со стороны, давайте так, со стороны то ли супруги, то ли какой-то женщины, которая в нем заинтересована, не захотела его с кем-либо делить или в перспективе. Тут может быть обращение к мастеру, как минимум. Давайте так, как минимум, хотела сказать просто как считать информацию, но тут карта Вольт, девочки, под иерофантом. Карта Вольт — это подавление воли, как будто бы и магия, тут много, как будто бы какого-то влияния, тут есть влияние. Тут я не буду говорить, кто это, так это не говорится. Но тут 100% идет, как будто бы кто-то старался повлиять на его волю, на этого мужчину. Ну, сами понимаете, если это было сделано, то, соответственно, у него тут такое состояние, знаете, вот тут дальше показано, тут карта ребенок, карта жертва. Ну, тут в каком плане? Могли как будто бы
понятно, с одной стороны магия, да, повлиять, привязать его к кому-либо, дабы где-то даже какая-то типа, давайте, да, остуды, что-то похожее на то, чтобы отвернуть его от женщины, которая у него тут интерес. Я не буду говорить, это любовь. Влюбленность, сексуальное влечение, тут как будто бы вот тут. А со стороны идет влияние, и нежелание, дабы он обращал внимание на эту женщину. И тут как будто бы у меня такое идет ощущение, что мужчина в один момент он принимает решение осознанное. Ну, осознанно, насколько оно осознанное под влиянием этой магии, не скажу. Но и у него ощущение, что это его. Он твердо уверен, что это его решение, да. Тут, другими словами, вырезать это свое сердце, дабы не, может быть, не провоцировать, дабы дальше с этой женщиной, может быть, ничего не развивать. Тут вот так как-то. У кого-то, если в семье были проблемы, да, и влюбленность тут на стороне, то человек решает вернуться в семью, ради, может быть, как это сказать, восстановление этой семьи. Карта Феникс об этом. Ну, тут показана карта Вольт, рядом карта. И все карты говорят о том, что это влияние идет. Это не его желание, стремление его сердца. Его как принудили к этому. Не знаю, такие карты сегодня странные. Так, ну понятно, что на грани нервного срыва, потому что тут идет и подавление воли, и подмена каких-то понятий, и желание где-то, чтобы он от этой женщины отвернулся. Ну тут получилось, судя по всему, получилось. Так, ребенок. Чем ребенок? Тут еще, знаете, в чем дело? Как будто бы изначально он эту женщину, в которую он увлекся, он ее воспринимал где-то наивная, доверчивая. И, скорее всего, эта женщина готова была с ним строить взаимоотношения. Она для него карта звезда, ну где-то мечта в моменте их. И тем более для него, насколько это болезненное было принятие этого решения, от нее отвернуться, может быть, даже шансы какие-то не брать. Или же, ну тут как будто бы, опять повторюсь, человек хотел эту женщину завоевать, а потом идет какое-то воздействие. Ну даже завоевать это не так. Произвести еще большее впечатление, дабы эта женщина, может, сама проявлялась и с ним вошла в какой-то союз. Вот тут вот так у меня идет. Так, не пойму, невиновная, о чем это? Тут двое черных лебедей терзают белого. О чем это? Бумеранги. Но показана эта вся ситуация, знаете, девочки, если вы в роли вы в роли тут женщины, с которой вот эта игра велась, на которую охота, это шла изначально карта охоты. Видите, тут змей, искуситель, охотится на этого белого барашка. И тут дьявол. Если вы в роли, опять-таки, тут проигрывается ребенок, это где-то наивность, доверчивость, это желание любить, но при этом, может быть, слишком вы хотели этой любви, ну нельзя так говорить, да, ну как будто бы душа нараспашку, бежали впереди в паровоза, хотели отдать всю эту любовь этому мужчине. Ну, тут как будто бы, ну я не буду говорить, тут ваша вина, нет вашей вины. Просто с опытом приходит вот это осознание, что не со всеми людьми нужно вот так себя вести, да, нельзя доверять каждому, первому, второму встречному. И мужчин больше нужно, конечно, по их поступкам оценивать. Тут показана карта бумеранг. Действительно, тут женщина пострадала от деяний. Тут двоих. Тут черные два лебедя терзают белого.
Я уже не знаю, кто тут второй, этот черный лебедь, но я вам хочу сказать, сейчас показано бумеранги этому мужчине прилетают. За его может быть опять-таки какое-то некорректное поведение, где-то предательство, где-то обесценивание любви, где-то желание взять от этой женщины максимум, при этом даже определенности не было попыток дать какое-то, знаете, понимание женщине, к чему отношения ведут, о чем это вообще. Вот тут вот так вот как. Показано, что сейчас бумеранги. А в виде чего ему бумеранги? Ух ты, как святой водой умывают его. О чем это? Карта гроб. Очищение. Скука. Ну, давайте так, какие бумеранги. Там, где он находится, где он несет ответственность за кого-то, за что-то, карта медведь, карта отторжения, там ему тоскливо, там ему плохо, и он скучает по какой-то женщине. При этом тут четкое понимание того, что по карте очищения взаимоотношения может быть с им же и разрушены. Как будто бы если создавать их, то это полностью надо с чистого листа. Тут вот так как-то. Тут будто бы и тут не восстановилось 100% плохо. И разрушено там, где были шансы в любовной сфере взять это все. Так. Какую роль играете в этом вы? Так, вышел у меня мужчина, господин. Вы поставили товарища изначально как на пьедестал выше себя, показали ему, этому товарищу, мужчине этому, его ценность. Ну, это здорово все, но показали, дали ему почувствовать, что вы дорожите им больше и готовы вкладываться во взаимоотношения больше, чем он. Но опять-таки, это где-то бежать впереди паровоза, это где-то отдавать эту любовь, нежность, обрушивать на человека, не дождавшись с его стороны каких-то усилий, он прикладывал, да, вложений. Вложений я не хочу переводить все на меркантильные какие-то эти взаимоотношения, но вложение, временной ресурс, внимание, уважение, поддержка, телефонный звонок какой-то, забота. Вот как будто бы не дождавшись этого всего, вы могли влюбиться и этому товарищу все это предоставить со своей стороны. А он мог это все замечательно обесценить и в моменте считать: ой, какой я классный, какой я замечательный, прекрасный, почему я этого достоин. Конечно, я этого достоин, да, априори. А зачем мне теперь вкладываться, зачем мне вообще прикладывать усилия для того, чтобы эту женщину, как минимум, я не говорю завоевывать, заинтересовать даже своей персоной. Я ж такой классный. Ну, тут мне вот так вот проигрывается, девочки. Так, хитрость. Так, чья? Хитрость у кого-то не свободен, карта кольцо. Желание усидеть на двух стульях. У кого-то хитрость, девочки, давайте так. Если вы изначально знали, что он женат, сами понимаете, да, давайте так. Не будем снимать ответственности из себя. Опять-таки, у кого-то история такая: женат, но недоразведен, да. При этом карта защита мог защищать, даже не рассказывать толком о своем семейном положении, мог даже, повторюсь, вот эти вот какие-то недоговоренности и между строк желание показать: вот я с тобой смогу что-то построить, вот да, вот у меня там непонятные взаимоотношения, но у нас с тобой может быть все, что хочешь.
все, чего ты хочешь, да, только прикладывай усилия ты. Карта хамелеон. Такой мужчина, знаете, ну, и вашими, нашими спляшем, ну, себя он точно не обидит. И показано этим самым, вот тут как изначально отношения эти уже обречены были на какой-то провал. Потому что по пятерке пентаклей, повторюсь, вы прикладываете усилия, вы тащите тут какую-то коляску, человек как в инвалидном кресле сидит, хотя он себя чувствует сам по себе прекрасно. Ну вам зачем этот груз? Вы зачем на себя это берете? Да, вот если он там не свободен, если он до конца не определился, если он недостаточно проявляется. Вот тут такое. Ну, как бы там ни было, вот эти вот манипуляции, хитрости какие-то. У кого-то тут, кстати, мужчина опять под низом карта лиса и карта монеты. Монеты — это история о том, что если он не свободен, у него там уже определенный какой-то статус, положение в обществе, уже у него накопления какие-то. Он не готов от этого всего, от этого плодородия, от этого... Я не говорю, что он тут бездельник, может, он вкладывался, там, прикладывал усилия для этого всего. Но как бы там ни было, он не готов от этого всего был отказаться. Может быть, там уже, знаете, как налаженные механизмы, ну, сами понимаете, да. При этом женщина, какую роль играете в этом вы? Ну, вы тут как роль марионетки, смотрите. Тут карта хамелеон, на него рядом господин, и он как дергает вас за ниточки, причем умело. Может, где-то используют карта ревность, провоцируют. Тут у кого-то насилие, это ну, не обязательно физическое, тут психологическое, тут манипуляции какие-то, ну рядом марионетка, да, и насилие. Провокации, желание, в принципе, навязать вам какую-то игру или которую вы не хотели в этом участвовать, вы точно не хотели такого исхода. Опять-таки, тут какой-то, может быть, абьюз, обесценивание ваших каких-то вложений, вашей любви. Вот тут вот такое вот, на этой ревности опять-таки, если он тут проигрывается, карта кольцо не свободен, это постоянное сравнение себя с какой-то женщиной, да, опять ревность, желание, там, дабы вы конкурировали за него, сражались чуть ли не. Но тут как бы там ни было, я хочу вот эти карты тоже озвучить. Тут королева, вы идете, ваша роль. Королева жезлов. Очень часто женщина это со стороны архетип любовницы, да, яркая, харизматичная, красивая. Ну, вас он разбудил где-то, эту сексуальность. Карта радости. Вы чувствовали себя рядом с ним в какой-то момент, да, определенный, как бы там ни было. Может быть, вот счастливой, радостной. Но я вам хочу сказать, это все у вас есть. Это просто он выступил тут в роли этого то ли катализатора, то ли... Ну, просто задумайтесь, почему рядом с ним вы это все ощущали. Это все у вас было. Тут в идеале нужно научиться это все добывать, доставать из себя эти все эмоции, эти все проявления, не прибегая к общению с этим мужчиной. Скажем так, вы сами по себе очень яркая, привлекательная. Ну, жезловая королева это опять-таки ведьма, ведающая, обладающая тайными знаниями. Женщина, у которой интуиция хорошо развита. Тут вы вдохновляете, воодушевляете, можете быть идейным вдохновителем, вести за собой тут людей. Опять-таки, яркое это не обязательно и не только, да, в сексуальном плане, в плане достижений, может, карьерный рост. То есть тут вы живая, вот такая вот какая-то женщина, рядом с которой хочется быть. Тут, может быть, знаете, но вот при встрече там вот это вот какое-то влечение, это все взаимное влечение, да, как взрыв какой-то получился, взрыв эмоций, да, вот этих чувств накрыло. Но в дальнейшем, как это все использовано, как это все, во что это вылилось, тут как будто бы большой вопрос, а нужно ли вам это? И какую роль играете в этом вы? Тут как будто бы это должно было вас подтолкнуть к раскрытию собственного потенциала, к осознанию того, почему из вот этой какой-то там, да, влюбленности, этого сексуального влечения,
почему все переросло вот в это, вот почему тут я, получается, тут кто-то осознанно поставил этого мужчину на пьедестал, кто-то осознанно дал ему вот как управление собственной судьбой, да, передали эти как вот рычаги управления, как будто бы вы от него зависели, а вы должны сами от себя зависеть в идеале. Как будто бы, ну, вместо того, чтобы вы управляли своей судьбой, вы должны тут определять, чего я хочу, к чему я стремлюсь. И радость должна быть в вашей жизни, по идее, от вас самой. Она в вас заключена, эта радость, да, кайфовать от самой себя. Тут как будто бы вы вот это все делегировали ему, вот связали эту радость с ним. Вот есть он в вашей жизни, тогда вы радостны, а нет, так тогда плохо. А тут как будто бы, ну, даже должны по-другому на это все посмотреть. Какую роль играете в этом вы? Ну, давайте так. Для вас это опыт, для вас это прекрасный шанс был прочувствовать тоже, что вы имеете власть над этим мужчиной, но с другой стороны, это шанс вам осознать, что ваша жизнь – это ваша жизнь, и вы должны ее сами строить, планировать, и не подчиняться ничьим играм, манипуляциям. Тут вот как-то так, девочки. Ну, опыт. Может быть, даже для того, чтобы осознать, что с какими-то мужчинами, с каким-то типажом вот таким мужчин, с ними, может быть, можно переживать эти эмоции, да, но выстраивать какие-то действительно прочные отношения, которые к серьезному чему-то ведут, да, и делать на эту ставку не стоит. Тут очень много карт какой-то хитрости, в общем, манипуляций. Просто это как будто бы две параллельные истории, да. С одной стороны, то, что вы там мечтали, напридумывали о нем, и какая-то истина, какая-то истинная история, которая тут очень много некрасивого в отношении вас. Ой, такой какой-то у меня расклад, девочки, сегодня получился. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.